Здорово, ребят! Наконец-то настал момент поговорить о том, что стало причиной для создания этой серии роликов. О поселениях мира Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Да, Великий Остров и Великое Плато — атмосферные и запоминающиеся локации, но по сути это обучающие зоны. Они заброшены и изолированы от остального мира. Мне же куда интереснее обсудить места, где кипит жизнь, обитают неписи, и начать я хочу с деревни Кокорика. Как советовал старик, а.к.а. Король Раам, идти в замок прямо сейчас было бы неразумным решением. Для начала советую посетить одну деревню к востоку отсюда. Она называется Кокорико. Там живет одна мудрая женщина Импа. Спроси у нее, что делать дальше. Далее он рассказывает, как найти деревню, но суть сводится к тому, что нужно пройти между горами-близнецами и держаться дороги на север. Деревня Кокорика — это место, которое в том или ином виде встречалось уже не раз в других играх серии The Legend of Zelda. Как и многие знакомые элементы вселенной, она впервые появилась в A Link to the Past. Тогда деревня выглядела как типичное средневековое поселение из фэнтези-игр своего времени. Такой облик она сохранила и в последующих частях, за исключением, пожалуй, Twilight Princess. Там атмосфера Кокорика резко сменилась на что-то напоминающее Дикий Запад. А перед тем, как речь пойдет непосредственно о итерации Кокорика в ботве, напомню о своем телеграм-канале. Ссылка находится в QR-коде или описании ролика. Продолжаем. В Breath of the Wild деревня Кокорика стилистически разительно отличается от своих предыдущих воплощений. Если раньше поселение было заселено чисто хайлийцами, то теперь это родной дом народа Шика. Весь стиль деревни, от архитектуры до одежды персонажей, вдохновлен культурой древней Японии, особенно ее периода Асука и Дзямон. Дома Шика имеют характерные покатые крыши, напоминающие японские пагоды. Украшения, такие как фонари, флаги и бамбуковые конструкции, также указывают на азиатское происхождение. Даже одежда жителей с ее свободным кроем и традиционными орнаментами напоминает японские кимоно и хакама. Атмосфера спокойствия и уединения деревни подчеркивается звуками природы и мягкой восточной мелодией, которая играет на фоне. И тут уместен вопрос. А разве деревня Кокорика и в прошлых частях The Legend of Zelda не принадлежала Шика? Формально да, но если в Breath of the Wild Шика составляют все население деревни, то в прошлых играх серии они были редкостью, практически вымершим народом. В других итерациях Зельды, помимо Импы, постоянного представителя Шика, жители Кокорика чаще всего были хайлийцами, а само поселение выглядело как типичная деревня в фэнтези-сеттинге. Эта перемена подчеркивает важность Шика в сюжете Breath of the Wild. В игре их представляют как носителей древних знаний и технологий, которые однажды спасли королевство Хайрул от катастрофы. Деревня Кокорика здесь становится не просто местом на карте, а центром культуры Шика, где их традиции и наследие сохраняются и передаются дальше. Как я уже говорил в одном из предыдущих видео, мир Breath of the Wild гораздо более приземленный, чем в других играх серии. Все NPC имеют свой распорядок дня, прописанную личность и взаимоотношения с другими персонажами. Сайд-квесты, конечно, простенькие, но процесс общения с персонажами интересен сам по себе. Здесь не всегда нужно ожидать, что тебе дадут задание или награду. Разработчики действительно постарались и прописали диалоги так, чтобы они органично вписывались в контекст того, где находится NPC и что он делает в данный момент. Олкин и Стин — фермеры, которые по-разному подходят не только к выращиванию овощей, но и к философии жизни. Их противоположные взгляды на бой отражаются в том, какие растения они выращивают и как они воспринимают роль защиты и нападения. Но все становится еще смешнее, когда Стин встречает Линка. Он не узнает в нем героя, и если же сказать об этом, назовет нас шутнилой. Мол, у истинного героя еще и легендарный меч был, и начинает затирать, что он питался только прыть морковью и даже закалял свою волю, нюхая ее.
Страшно подумать, что он еще с ней делал. Эти абсурдные и веселые разговоры служат двум целям. Не только раскрывают характеры фермеров, но и обучают игрока, какие эффекты дают те или иные продукты. Через шутки и яркие истории игрок интуитивно запоминает, какие овощи за что отвечают. На пути к Импе Линка встречают ее верные стражи — Када и Дориан. Када сразу пытается быть суровым, но увидев камень Шика, понимает, что перед ним именно тот герой, которого ждали. А Дориан сглаживает ситуацию своей вежливостью, напоминая, что Импа предупреждала их о прибытии Линка. Далее Линк встречает внучку Импы, Пайю, которая своим смущением и явной симпатией к Линку делает этот момент особенно запоминающимся. Она буквально теряется в словах, пытаясь представиться. Но одна деталь особенно забавна, и если Линк подойдет к Пайе в одном нижнем белье, ее смущение достигнет пика. Она прикроет глаза и попросит одеться. Наконец-то ты проснулся. Много воды утекло с тех пор. Я сильно постарела, но ты ведь узнаешь меня, верно? Импа встречает Линка словами, полными ожидания и легкой грусти. Она напоминает о событиях столетней давности, хотя Линк, увы, ничего не помнит. Импа становится важным проводником в основной сюжетной линии, рассказывая о 4 механических чудищах и их роли в битве против Ганона. Интересно, что в спин-оффе Age of Calamity можно увидеть Импу 100 лет назад. Молодая, внешне напоминающая Пайю, обладает уникальным стилем боя с созданием своих копий. Жители деревни находятся в постоянном страхе перед кланом Ига. Подозрение к чужакам настолько сильно, что даже дружелюбный фермер Олкин при первой встрече с Линком спрашивает, не является ли он одним из бандитов. Паранойя оправдана. Ига способны маскироваться под обычных жителей, что делает их угрозу не только опасной, но и незримой. Клан Ига — группа бывших Шика, перешедших на сторону Ганона. О них нам исчерпывающе расскажет Када, страж Импы. Он объяснит Линку, что когда-то народ Шика был славен своей мудростью и технологиями, помогшими победить Ганона 10 тысяч лет назад. Однако их достижения вызвали страх у королевской семьи, и Шика стали изгоями. Одна часть Шика приняла это и смирилась, выбрав путь простых жителей, как деревня Кокорика. Другая часть, напротив, затаила злобу на королевство, отвергла свои ценности и поклялась служить Ганону. Так и появился клан Ига, группа, чья единственная цель состоит в том, чтобы уничтожить всех, кто пытается противостоять их новому господину. Члены клана Ига частенько прячутся под видом обычных NPC, но их маскировка не слишком надежна. Эти путешественники часто находятся в подозрительных местах, где-то на краю дороги или в укромных уголках. Перед тем, как напасть, они заводят странные разговоры, которые с каждым словом становятся все более абсурдными. Вот пример. Один из таких псевдопутешественников рассказывает Линку невероятную историю, которая явно намекает на самого Линка. Но когда герой начинает связывать факты, путешественник внезапно бросает фразу «Сейчас ты умрешь!» и атакует. Ирония ситуации заключается в том, что разработчики явно играли с привычкой фанатов серии Зельда читать все диалоги NPC, добавив внезапный элемент опасности. Игрок в первый раз может слушать, пытаясь понять суть рассказа, и лишь в последний момент осознает, что перед ним не просто путешественник, а убийца из клана Ига. Дома в деревне Кокорика — это не просто укрытие, а настоящее отражение традиций местных жителей. Особенно забавны крыши этих домов, которые по форме напоминают шляпы их традиционной одежды. Этот интересный элемент дизайна не случайен. Одежда Шика, как и крыши их домов, защищает от дождя. Линк замечает, как Дориан остается сухим, несмотря на дождь, и тот с гордостью объясняет, что костюм Шика был разработан с учетом всех погодных
погодных условий, от дождя до молний. Это еще один маленький намек на великолепие технологий Шика, которые когда-то использовались для создания подобных вещей. А теперь о сайд-квестах. Особое внимание стоит уделить стражнику Када, чья жизнь, похоже, сосредоточена на одной страсти – кока, местных курицах. Его дом отличается от других в деревне тем, что он соединен с курятником. Он настолько увлекся заботой о своих кока, что даже поссорился с женой. После того, как она ушла, кока стали для него единственной радостью. Тот с грустью рассказывает о пропаже своих клунек, и Линк обещает помочь. По ходу квеста Када постоянно переживает за каждую потерянную курицу, и его реакция на возвращение кока полна восторга. Есть небольшой момент, который требует осторожности. Одна из кока прячется в саду у жены фермера Олкина, Мелли, рядом со сливовым деревом. Суть в том, что она не даст Линку просто так залезть и забрать ее, пока будет рядом. Мелли сама рассказывает, что сливовое дерево для нее – символ терпения и процветания. Сливы посадила сама импа в день ее рождения, поэтому дерево для нее очень важно. Пока ее нет, Линк может пробраться через забор и забрать кока, не привлекая внимания. В кульминационный момент, когда все куры возвращены, Када выражает не только радость, но и легкое сожаление о потерянной семье. Вот если бы жену можно было так вернуть. Этот квест еще и является жирной отсылкой к Ocarina of Time, где женщина с аллергией на кока, несмотря на свою болезнь, переживает за своих кур и просит игрока вернуть их. Рола – хозяйка магазина стрел в деревне Кокорика, и ее внимание к Линку не ограничивается лишь продажей товаров. Забавно, что если Линк скупит у нее стрелы, она решит, что он явно не новичок в стрельбе. Это, можно сказать, становится ее тестом на лучника, и, проявив интерес, она предложит ему квест – зажечь светильники у статуи богини. Это прикольно с точки зрения геймдизайна, потому что скупка стрел кажется естественным шагом для игрока. Помогает создать ощущение, что мир живет своей жизнью, а каждое действие Линка может повлиять на его окружение. После выполнения задания Рола, не скрывая восторг, признается, что ее бывший муж тоже был отличным лучником. Но вот его любовь к кока поглотила все его силы и внимание. Так что, возможно, она все еще скучает по его умению стрелять, но уж точно не по его куриным увлечениям. Ласли зазывала в магазин одежды, работает днем, но ночью она тоскует дома. Когда Линк заходит к ней, она делится ностальгией по тем временам, когда могла спокойно ловить светлячков, не опасаясь ночных угроз. Светлячки действительно встречаются только ночью, и их сбор в ночном Хайруле выглядит особенно красиво благодаря продуманному освещению. Когда Линк приносит достаточное количество, Ласли делает максимально упоротую улыбку и отсыпает рупий. Я не случайно рассказал о этих квестах, потому что после их выполнения активируется интересное событие – похищение древней сферы. После того, как Линк возвращается в дом импы, он застает Пайю, которая, тревожась, сообщает, что древняя сфера, о которой она заботилась, исчезла. Импа объясняет, что сфера может быть ключом к святилищу, и скорее всего ее украли ночью. По просьбе импы Линк проводит с Пайей весь день, а после собирается провести расследование. В поисках информации он общается с местными жителями, включая Дориана, который замечает, что они вчера видели только Ласли и бабушку Мелли. Если Линк решит проследить за Ласли, он узнает, что она посещает могилу кого-то, кого когда-то любила. В разговоре с ней выясняется, что она ничего не знает о пропавшей древней сфере, и несмотря на ее смятение, начинает обвинять Линка в том, что он подозревает ее в краже. Подобным образом Линк может проследить и за бабушкой Мелли. Она признается, что по ночам тайком ест морковь, которую ее муж не любит, и заверяет, что никогда бы не совершила кражу древней сферы. Помимо этих двоих, куда-то направляется и сам стражник Дориан. Линк, подозревая, что он может быть замешан в краже сферы, решает проследить за ним. Он наблюдает, как тот в одиночестве выходит к пьедесталу, на котором должна стоять древняя сфера. Дориан чувствует чьё-то присутствие и кричит: «Я знаю, что ты там! Выходи немедленно!» Бандит отвечает с ухмылкой: «Можешь не орать! Тут я!» Когда Дориан обвиняет его в краже древней сферы, тот смеется и заявляет, что знал, как вся деревня отреагирует на исчезновение этой вещи. Дориан требует объяснений, а бандюган напоминает: «Ты ведь сам покинул организацию. Знал, к чему это приведет».
Прежде чем стражник успевает ответить, бандит угрожает: «С тобой я еще разберусь, но сначала уничтожу того, кто прячется за тобой». После того, как Линк одерживает победу, Дориан признается в своей связи с кланом Ига. Он когда-то был одним из них, но, встретив свою любовь и став отцом, решил порвать с преступным прошлым. Однако это решение привело к трагической гибели его жены. Чтобы защитить своих дочерей, он стал доносчиком, передавая информацию бандитам. Он признает, что не мог предсказать, как далеко зайдут его бывшие союзники, и что они будут угрожать Пайе с Импой. По поводу сферы объясняет, что она является ключом к святилищу и надеется, что герой сможет раскрыть ее тайну. После чего Линк открывает очередное святилище, а этот разговор остается между ними. Мое мнение, этот квест один из лучших в игре. Он хорош во многих аспектах. Открывается за помощь жителям деревни, делая те, казалось бы, маленькие сайды более значимыми. Создает атмосферу интриги и напряжения. Постепенное расследование, ночные наблюдения и слежка за жителями позволяет почувствовать себя детективом. Содержит сильную эмоциональную составляющую. Финал, где раскрывается правда о прошлом Дориана и трагедия его семьи, оставляет сильное впечатление. Игроку становится по-настоящему жаль персонажа, что редкость для побочных заданий этой игры. К слову о его дочерях. Их зовут Кока и Котла. Котла жизнерадостная и беспечная, любит играть в прятки, а Кока готовит еду, пытаясь заменить мать. Ей можно помочь, принося отсутствующие ингредиенты. В ходе этого квеста мы узнаем о том, какие любимые блюда были у каждого члена их семьи. Игрок видит, как девочка старается преодолеть свое горе, сохраняя память о матери и заботясь о младшей сестре. Это делает ее образ более глубоким и трогательным, особенно если мы знаем обстоятельства гибели матери. Итак, я рассказал практически обо всем, что можно сказать про деревню Кокорика в Breath of the Wild. По изначальной задумке это должна была быть только середина ролика. Дальше я планировал обсудить, что изменилось в сиквеле и как сложилась жизнь всех этих персонажей спустя годы после событий первой игры. Но признаюсь, я не ожидал, что видео так сильно разрастется. Так что давайте договоримся. Если этот ролик вам зайдет, я обязательно выпущу продолжение. А пока что хочу поделиться своими выводами. Breath of the Wild и Tears of the Kingdom — это не просто игры, это настоящее путешествие, наполненное открытиями, эмоциями и живыми историями. Атмосфера поселений, таких как Кокорика, завораживает благодаря настолько искренним и запоминающимся обитателям. Такая проработка мира — это редкость, и она делает каждое посещение Хайрула особенным. Неважно, идете ли вы туда впервые или возвращаетесь спустя годы. А если понравилось видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые. А так, всем хорошего дня, вечера, утра и до встречи в следующих роликах.